Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Дэвид Паркер Рэй, убийца с ящиком и его сообщники. Как и в любом другом штате Америки, в Нью-Мексико ежегодно происходят насилие и убийства, и каждый случай является своего рода трагедией. Однако история этого места омрачена одной особенно жуткой главой, а именно преступлениями Дэвида Паркера Рэя, известного как убийца с ящиком игрушек. Такое странное прозвище он получил из-за того, что на протяжении нескольких десятилетий похищал женщин и держал их в качестве секс-рабынь в своем трейлере. Внутри него была сделана звукоизоляция, установлено кресло для пыток и хранилось множество орудий, с помощью которых он пытал и убивал своих жертв. Формы насилия, применяемые им, выходят за рамки всех представлений и кажутся чудовищными. Жестокость этого человека и его сообщников, любовницы Синтии Синди Хэнди и дочери Гленды Джесси Рэй, в 1990-е годы потрясли всю страну, обнажив уровень абсолютной бесчеловечности, редко встречающийся в современном мире. Детство Дэвида Паркера Рэя. Рэй родился в штате Нью-Мексико 6 ноября 1939 года. Вместе с младшей сестрой Пегги Перл мальчик жил с его бабушкой Долли и дедушкой Расселом Паркерами на небольшом ранчо, которое, казалось, было давно затеряно где-то среди пустыни. В их семье царили строгость, дисциплина и бедность. Отец Рэя был заядлым алкоголиком и время от времени врывался в жизнь сына, принося ребенку вместо долгожданных подарков порнографические журналы с садомазохистскими фотографиями. О матери Рэя почти ничего не известно, но, вероятно, она тоже участвовала в жизни сына не менее сомнительным образом. Детские годы Дэвида Рэя были неспокойными. В старших классах школы он был замкнутым парнем, поэтому сверстники, как стервятники, кружащие над своей добычей, обрушились на него с издевками и насмешками из-за его проблем в общении с женским полом. Тогда Рэй стал искать спасения в алкоголе и наркотиках. В это же время у него стали развиваться сексуальные фантазии об изнасилованиях, пытках и убийствах. По некоторым сведениям, уже тогда он начал нападать на женщин, а его младшая сестра находила рисунки с изображениями грубых сексуальных сцен. Эти обстоятельства сформировали первые главы жизни Рэя, главы, которые позже развернулись в самую ужасную историю. Окончив школу и пройдя службу в армии, Дэвид Паркер Рэй в течение своей взрослой жизни, вплоть до ареста в 1999 году, работал ремонтником в департаменте парков штата Нью-Мексико. Он жил в небольшом городке Элефант Бьют, где был размещен его известный трейлер и ящик с игрушками. Считается, что Рэй начал свою преступную деятельность примерно в 1950-х годах. Неизвестно, сколько женщин и девочек он похитил и изнасиловал за десятилетия, потому как многие из них находились под воздействием наркотиков, либо пропали без вести. По утверждениям преступника, их число достигало 40, но власти полагали, что жертв было около 60. В своем трейлере Рэй подвергал похищенных женщин сексуальным пыткам и предположительно убивал их, используя кнуты, цепи, ремни, зажимы, хирургические лезвия и пилы.
Наряду с многочисленными секс-игрушками, орудиями пыток, шприцами и прочим, здесь находился самодельный электрогенератор для ударов током, а в потолок над столом, к которому садист привязывал жертв, было вмонтировано зеркало, чтобы они могли видеть, как их насилуют. Также он помещал измученных женщин в деревянные приспособления, которые сгибали и обездвиживали все части тел, в то время как их насиловали собаки, а иногда и друзья Рэя. Стоимость всех его приспособлений оценивалась в $100 000. Одной из его специализаций, говорил сотрудник ФБР Фрэнк Фишер, было давать женщинам наркотики, которые вызывали амнезию. После того, как жертва была накачана тяжелыми наркотиками, Рэй давал ей прослушать заранее записанную аудиокассету. Это был невероятно подробный, хладнокровный и мерзкий рассказ о том, что предстояло пережить пленнице. Что происходило после пыток, остается неизвестным. Считается, что некоторых девушек Рэй убивал и избавлялся от тел, а некоторых отвозил далеко за город и отпускал, но из-за действия наркотиков они не помнили о случившемся и не заявляли в полицию. В одной из аудиокассет говорилось, что все зависит от его настроения. Со временем у Дэвида Паркера Рэя появлялись сообщники. Так, в 1997 году он завел роман с 37-летней Синди Хэнди. Она работала в одном из местных парков и скрывалась от уголовного преследования по обвинениям в краже и торговле наркотиками. Пару быстро объединили общие сексуальные фантазии, связанные с насилием. Несмотря на разницу в возрасте в 20 лет, Синди стала жить с ним. Позже она рассказывала: «Когда я переехала к нему, он начал говорить мне обо всех убитых им женщинах. Он говорил, что убивал по крайней мере по одной в год на протяжении примерно 40 лет». Вскоре Синди стала регулярно помогать Рэю выбирать и ловить жертв. Она пригласила к ним домой свою знакомую Анжелику Монтана, которую они связали и доставили в трейлер. После пыток и изнасилования Синди и Рэй оставили девушку в живых и отпустили, при условии, что она не заявит в полицию. По словам сообщницы, пока они вдвоем держали жертву в плену, Рэй проводил большую часть пыток, а она стояла в стороне и наблюдала. В тот момент я не испытывала никаких угрызений совести. Это было похоже на замедленную съемку. Я не думаю, что у меня были какие-то чувства в ту или иную сторону, вспоминает Синди. Она также утверждала, что Рэй никогда не причинял ей боли и не мучил ее так, как мучил своих жертв. В 1999 году Рэй и Синди Хэнди в конце концов были арестованы, когда одна из жертв, Синтия Виджел Джарамила, чудом сбежала из ящика с игрушками после 3 дней плена. Несчастную девушку, торговавшую наркотиками и телом с 13 лет, заманили в трейлер, надели наручники и били током. Когда пара отгоняла трейлер подальше, Виджел отвинтила шкаф, к которому была прикована, и ждала, пока фургон замедлится, чтобы сбежать. Когда она была готова это сделать, Рэй неожиданно нажал на тормоз, из-за чего жертва упала на пол. Синди снова ударила ее электрошокером с такой силой, что та потеряла сознание. Позже Виджел очнулась и услышала запись голоса Рэя, который в мельчайших подробностях рассказывал ей, что будет с его секс-рабыней. В течение следующих нескольких дней ее пытали и насиловали. «Чем больше боли я выражала, чем больнее мне было, тем больше он получал удовольствия», вспоминала Синтия Виджел Джарамила. Пока насильники водили ее из комнаты в комнату для издевательств, девушка изучала, что ее окружает. После 3 дней пыток ей наконец представился шанс сбежать. Синди Хэнди оставила ее одну и забыла на журнальном столике ключи от замка. Когда Виджел попыталась выбраться из фургона, сообщница Рэя вернулась и стала ее избивать. К счастью для Синти, она вовремя подобрала 2 важных предмета – телефон и нож для колки льда. Девушка набрала номер службы для спасения 911 и ударила похитительницу в шею. Затем обнаженная и вся в крови Синтия Джарамила бросилась бежать к дороге. Первая проезжавшая мимо машина остановилась, но сидевшая за рулем водительница не пустила ее внутрь. Тогда девушка забежала в стоящий неподалеку трейлер, который принадлежал пожилой паре. Добрые люди помогли ей, и позже она назвала их своими ангелами-хранителями.
После того, как полицейские отреагировали на звонок Синти и Виджил, они задержали Рэя и Синти. Оба насильника-садиста отчаянно отстаивали свою невиновность, утверждая, что девушка страдала от употребления героина и что их действия были просто попытками избавить ее от зависимости. Однако их обман был быстро раскрыт сотрудниками правоохранительных органов. Полиция обыскала трейлер и обнаружила дьявольскую коллекцию пыточных орудий. Собранные улики подтвердили душераздирающий рассказ Синти о пережитых страданиях. Информация о степени участия Синди в преступлениях варьируется в зависимости от разных источников, но очевидно, что она была глубоко причастна к сексуальным пыткам и потенциальным убийствам, совершенным ее любовником. Синди Хэнди была признана виновной по 25 уголовным статьям, включая похищение людей и сексуальное насилие. Ей грозило 197 лет заключения, но в ходе судебного процесса она заключила сделку и дала показания против Рэя, раскрыв ужасающие подробности их преступлений. Сообщница рассказала о 14 известных ей убийствах и указала на некоторые возможные места захоронения. По ее словам, тела убитых были расчленены и сброшены в озеро Элефант Бьют и в близлежащие ущелья, но полиции так и не удалось найти останки. Кроме того, Хэнди сообщила, что у Рэя был еще один сообщник по имени Рой Янси, который по приказу Паркера задушил женщину и закопал ее тело в пустыне. В обмен на показания против Дэвида Паркера Рэя и Роя Янси власти сократили ее тюремное заключение до 36 лет. В 2019 году, отбыв примерно 2/3 срока, Синди получила условно-досрочное освобождение и вышла из тюрьмы, что при учете тяжести вины вызвало массу общественных дискуссий. Известно, что в марте 2022 года она проживала в Гальминтоне, штат Монтана. К удивлению, Синтия Виджил Джарамилла, сбежавшая от своих мучителей, позже заявила, что простила Синди Хэнди со словами: «Я думаю, что какая-то часть ее души тоже стала жертвой Дэвида Паркера Рэя». Гленда Джин Джесси Рэй, дочь и сообщница Рэя. У Дэвида Паркера Рэя было как минимум 2 детей. Поразительно, но старшая дочь Гленда, Джесси Джин Рэй, тоже была замешана в преступлениях отца и являлась его сообщницей. Она подсыпала девушкам наркотики в напитки в местных барах и после заманивала их в логово насильника. Сообщается, что однажды она все же пыталась предупредить ФБР о том, чем занимается ее отец, дав показания в 1986 году. Агент ФБР Дуг Белден вспомнил рассказ дочери Рэя. Она утверждала, что Дэвид Паркер Рэй похищал и пытал женщин и продавал их покупателям в Мексике. Увы, на эти обвинения не были достаточными, чтобы ФБР могло предпринять какие-либо действия против Рэя. Неизвестно и то, что на самом деле остановило девушку в попытках рассказать правду, и что заставило ее стать соучастницей преступления отца. В суде Гленду Рэй обвинили по 12 уголовным статьям. Ей грозило 16 лет заключения, но Рэй взял всю вину на себя, чтобы избавить дочь от долгого тюремного срока. В результате сделки Гленду приговорили к 2,5 годам лишения свободы и 5-летнему испытательному сроку. Ее местонахождение на данный момент неизвестно. За все многочисленные преступления Дэвид Паркер Рэй был осужден на 224 года тюремного заключения, что возможно по законодательству США. Но уже через 3 года после ареста 28 мая 2002 года он скончался от сердечного приступа по пути на допрос в отдел полиции штата. Примечательно, что в обнаруженных следователями дневниках Рэй тщательно документировал все свои действия, отмечая такие детали, как время и место похищений. Однако записи не дали никакой информации о дальнейших судьбах жертв, оставив прискорбный пробел в попытках найти пропавших женщин. Как вы думаете, что позволило Дэвиду Паркеру Рэю оставаться незамеченным на протяжении стольких лет? Свое мнение пишите в комментариях под видео, но перед этим обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока! Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео.
Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.